Вот, ящик положил. Сейчас мы тут порядок наведем. Всем привет, вы на канале Черничники. И нам предстоит поработать, походу. Сейчас быстренько управляемся и летим на Тихий хутор. Начнем с него, да? Да. Потом вернемся, что-то здесь уже на Черничном поделаем. Короче, поехали по хуторам сначала. Вот это орава уже опять. И некого съесть, все еще маленькие. Иди. Вчера еще смотрел, у павлина было 2 пера, сегодня уже, смотри, одно осталось. Угу. Это он сейчас, знаете, на кого похож? На эту бабу Ягу с анекдота. Когда у бабы Яги осталось такие 3 волосины, такая перед зеркалом стала, так, надо заплести косичку. Жух, 1 волосина отрывается, она такая, ладно, заплету хвостик. Жух, 2 отрывается, осталась 1 такая волосина, такая, пойду с распущенными. Он такой же, да, у нас? Обскубанный индюк. Ну вот такие Валентина помидоры сделала. Первая дегустация. Не с уксусом? Ну, чуть-чуть, да. Очень вкусные. Сегодня папа мне прислал, нашел блокнотик, там, где мы жили, в деревне. Я когда-то записывал, когда Булька родилась. Получается, она родилась в 2014 году. В 2016 была стерилизация. Получается, ей 12 лет. Угу. Дику нашему примерно то же самое, примерно так же. Примерно 12, а то и старше. У него он пришел, когда к нам лет 7 назад, у него уже борода была седая. Мы его вчера возили к ветеринару. Вот. Угу. Мальчик будет, да? Двойня. Что вы там видите? Интересно. Подожди, маленький, подожди, зайчик, подожди, хороший. С простаты, но пока что не видно. Подожди, зайчик. Это Еще пока что ничего не видно. Что? Да не знаю, подождите. уже несколько раз возили его. И УЗИ делали, все анализы, и на рак. И, в общем, Дик наш неизлечимо заболел. Болезнь, которая называется ПАВ, болеют именно овчарки.
Вот, болезнь неизлечимая, но вот мы уже больше месяца боремся, и лечение на том же месте, на одном и том же месте. И как бы сейчас уже будем 3-й раз менять другие таблетки. Ну, можно только в ремиссию ввести, но пока ему вот как было ни хорошо, ни плохо, так и остается. Ну, то есть я не знаю, что с ним делать. То есть мне кажется, он уже долго не проживет. Ну, уже старая собака и неизлечимая болезнь. Причем такая серьезная болезнь, такая. Ну, кому интересно, то забейте в интернете, но не знаю, что с ним будет. Помидоры шикарные. Можно так делать, да? Угу. Привезли бензинчика. Будем, наверное, сегодня пилить, будем косить на Тихом хуторе. Там мы же на Черничном хуторе, на том месте, где у нас был сарай, все уже прибрали, навели порядок. А здесь же тоже вот после этого всего остался строительный мусор. Тоже надо эти доски поскладывать, попилить на дрова, шифер, что-то, окна. Тут, короче, тоже много всего работы. Так, что у нас тут с этим? С рыбой. Вода прозрачная. Как никогда. Я вот просто стою и вижу абсолютно все дно. Вот просто кирпичики. И отсюда. Здесь глубина мне с ручками, а я вижу камушки. Представляете, я вижу камушки. И из-за этого кажется, что здесь глубина по колено. Очень много часто спрашивают в комментариях, или не приходят сюда дикие животные. Да, вокруг очень много копыт лосей, косуль, кабанов. Но вот к самому дому они боятся подходить. Поэтому, ну, я думаю, у нас здесь сигнализация срабатывает, мне сразу смс приходит, кто подходит к дому. А никогда они не подходят до дома, они боятся. Оглянись назад. Что? Ты видишь, сколько яблок опять нападало. Я думал, ты хочешь лося мне показать или косулю уже ищу. Да, у нас было такое, что мы сидим и видим, лисенок побежал, косуля побежала. Да, вот столько здесь мусора. Этот шифер прямо сейчас гружу в прицеп, вывезу его отсюда. Много его здесь еще осталось, ненужного. Кучка эта не нужна. А такие более-менее покрупнее на всякий случай еще оставил. Где-то может еще какой-то пилолесоматериал накрыть будет. Короче, со скважиной у нас, как всегда, косяк. Насос этот сгорел, приезжал сантехник вчера. Почему? Потому что на него не стояло автоматики. Мы выключали, включали краном. И поэтому только через недельку установим новый. Так, чтобы сюда ввести дрова ненужные от сарая, тут надо подойти. А чтобы подойти, давай, Валентина, ты будешь заниматься этими дровами. Ты ж любишь дрова колоть? Да. Это ее любимое занятие. Тем более, когда с дровоколом ты просто садишься вот так вот, присаживаешься и нажимаешь на 2 кнопочки. Почему 2 кнопочки безопасно? Потому что ты уже руку никуда не всунешь. А он не работает на одну. Видите, надо одновременно 2 вот так. Короче, сидишь себе вот так вот и колешь. Ходить даже не надо. А когда захотелось пройтись, то идешь и складываешь, да?
Так, все, Валь, колешь, а мы с вами пойдем. Пошли в сарае кое-что сделаем. Друзья, как вам окошки? Лучше, чем пластиковые. А мы вставим эти окна. Так может их чем-нибудь помазать темным? Нет, сначала вставим, потом помажем. А почему? Ну, потому что... Вот они. Чуть-чуть. В одном месте выбирают. Сейчас мы... Сначала вставим, потом помажем, потому что... ты знаешь, я как-то... Вот здесь меньше, здесь больше. Надо сейчас будет чуть-чуть пилой, чуть-чуть рубануть. Надо их хочу сегодня вставить, потому что... Почему именно сегодня? Да, везде надо чуть-чуть подтесать будет. Потому что, видите, здесь на сантиметр выпирает, здесь на сантиметр не выпирает. Почему именно сегодня вставить? Чтобы сюда уже хоть какие-то стройматериалы сложить. У нас же стройматериалов, они все в доме. А так окна вставлены, уже можно будет внутрь сюда занести, да? Но у них по-любому что-то надо нанести, а их же подъедать будет что-нибудь, залезет. Ну хочешь, Свежий. давай покрась. Покрась я пока здесь это все вычешу, чтобы это, то можешь покрасить. У нас же есть такое специальное масло, такого же цвета под старину. Да, оно сохнет 10 минут. На, хочешь крась. Но я сегодня должен их вставить. Вставить, чтобы уже в доме у тебя был порядок. Угу. Потому что у нас, друзья, вообще везде бардак. И мне кажется, вот следующее видео вообще, ближайшие их 5 лет. Первых 5 лет мы встроили все, а теперь 5 лет везде будем наводить порядок. Да, потому что сносили туда У складывали. нас теперь столько недвижимости, что надо везде только надо ее убирать. И порядки наводить. Так что вот мы ехали сейчас на Тихий хутор, и если честно, даже не думали, чем займемся, потому что вот куда ни коснись, если мы в огород зашли, мы в огороде нашли работу. Если бы там вот куда ни ткнись, везде надо что-то делать. А хочется, знаете что, хочется стоять возле пруда и любоваться вот кувшинками, хочется любоваться рыбками. А кувшинки реально, вот смотрите, сколько их у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из 6 сейчас 4 куста цветет. Видите, тут есть ранние, поздние. Вот эти желтые уже отцвели. Может, потом еще будут. Они плотвичку гоняют. Они не гоняют, они просто за ней плавают. Вообще карп, он такой, знаете, карп, он должен медленно себе наслаждаться жизнью, плавать. Но они почему-то и взяли в стаю свою эту красноперку, а она шустрая, и они постоянно за ней плавают, потому что она в их стае. И она шуганая, и они шуганые вместе с ней. Я ее, наверное, поймаю, зажарю, если так будет дальше продолжаться. Как психованные плавают туда-сюда. Да, если наши осетровые, они на дне там плавают, то вот карп, они теплолюбивые, вот они любят вот здесь на мелкоте. Они только если мы сюда подходим, они только уплывают на глубину. Короче, все, Валь, определились, занимаемся окнами и занимаемся дровами. Угу. Когда это все сделаем, будем смотреть, чем еще займемся, да? Вот у нас есть такое масло. Ну, такое под старину. Под цвет сарая получается. Один слой наносить или два? Да, хватит. Нам главное, чтобы в цвет сарая было и все. Так, даже подпилить проблема. Видите, уже гвоздей набили. Набили, надо их так вот загонять подальше их.
Вот так оно получается. Я поставлю вот на такие, сделал металлические крепления, чтобы оно не только на пене держалось, но немножко и придерживалось на шурупах, на металле. По уровню выставлю, и тогда уже запеним. Угу. Ну, красиво получается, правда? Мгм. Это клей пена, она сильно не расширяется. Не монтажная пена для окон. Ну, она такая же крепкая, конечно. Кстати, смотрите, как стеклопакеты. Они не будут пропускать холод. Хоть и сделаны под старину, но все же очень прочные. Тут 4 окошка, но они поставлены вот не просто на штапики, но и на силикон. Если бы мы с вами окно поставили с какими-нибудь, вот как раньше ставили, тряпками забили, вот этим жгутом, то можно было ничего не делать. А нам надо эти новые технологии, эту пену как-то скрыть. И я вот думаю, может как-то вот такими вот досочками, вот, типа вот так вот, да? Мгм. Сверху еще сюда досочку. И вот так эту пену позакрывать. Да, Валентина? Да. И будет и красиво, и надежно. И тут надо подгонять каждую досочку топориком. Потому что здесь тоже, видите, сруб неровно. Чтобы здесь наличник набить,
то надо этот джут позабивать. Я уже как начал. Вот смотрите, вот здесь джут висит, а эта стена... Ты так увлекся, уже почти всю стену сделал. Тяжело? Нет, это не тяжело, но вы не представляете, как это нудно. Вот такое зубило еще покупал. Зубило конопатка. Когда мы пристройки к дому сделали, я тоже там этот забивал этот джут, чтобы его видно не было. То есть легко он туда забивается и становится все плотненько и красиво. Ну это реально, вот это надо день или два стоять вот так вот конопатить. Ну так классно стало. Красивее, да? М. Потому что зрители, может, думали, что так и будет оно. Законченный вид. Да, надо вот это вот тоже посрезать. Да, тут еще вот здесь вот надо черными досками зашить. Да тут работа еще и работа с этим сараем. Ну, пацаны сделали тут все, что это. Все, что они могут бандой, а то, что я могу один, то они оставили. Они ж не будут конопатить под стены, правильно? Еще скажи спасибо, что они вообще уложили этот джут. Ну да. Тут в некоторых местах даже мох остался. Вот. Старый мох. А джут, конечно, он... Так ты его тоже вбей туда глубоко. Ничего Что он не вбивается? Он какой-то рассыпается сразу. Там джут есть. А джут он... И там это теплее будет. Комарик не проскочит. Так, будет вот сверху трех, а вот здесь вот снизу не будет. Здесь вот просто такой прибил, нормально, правда? Зачем, Да, да. зачем здесь надо вообще? Ну, знаете, что самое интересное, друзья? Вот сегодня вставили 3 окна. На наличник ушло больше времени, чем на 3 окна. Вот это просто потому, что кривое на кривое, знаете, подбирать, подрезать, это тяжелее. Причем не просто на наличник, а наличник только с одной стороны. А еще с обратной стороны такое сделать. Все, это окно снаружи готово на 100%. Вот так вот будет. Кривенько. Классно. Состарено. Доски с нашего дома, с нашей пристройки. А сюда бы больше никакие не подошли бы. Ну да. Что там? Чем лучше, чем пластиковая стояла, правда? Ну, конечно. Вот скажите, дорогие зрители, тоже из вас кто-то писал, куда вы такие хорошие пластиковые окна выкидываете. И надо его также снутри надо будет сделать тоже. Какие-то штапики тоже.
Ну как подумал, сколько это времени. Ну и здесь тоже, и снаружи, и снутри сделаем так же, как и там. Ну и то уже хорошо, уже можно хоть какую-то вещь положить, правда? Уже даже мышка не проберется. Дрова допилить, поколоть все равно не успели. Ну и так вот. Тут целый ряд сложился. Тут вот ряд начал складываться. Еще чуть-чуть, Валентина, и дровник уже будет у тебя полный. На зиму уедешь. Кто будет зимой топить эти дрова? Пускай сохнут. Здесь тоже вот грабли деревянные, рабочие. И вот там вот на дровнике какая-то вот, видите, птичка гнездо свела. Тоже тут вывела птенцов, и сейчас уже что-то не появляется она здесь. Вот. Что тут у нас тоже животные разводятся. В дровнике, в том скворечнике были какие-то птенцы. Возле пруда в скворечнике тоже были птенцы. Так, ну что мы, друзья, имеем? В позапрошлом видео мы перевезли на этот хутор сарай. В прошлом видео мы на него установили электрику. А в этом видео мы поставили окна. Но уже в следующих будем видео на окна ставить наличники, джут забивать, порядок наводить. Но пока что он уже выглядит так. Уже хоть какие-то вещи можно в него сложить, что-то спрятать. Да, даже окна без наличников красивее смотрятся, чем с наличниками. Так, ну, так их не оставишь, потому что видно пену. Джут забивается, становится вот красиво. Забивается он легко, но очень нудно. Вот так вот не будет у нас. Здесь у нас когда-то был музей. Но я подумал, в этом месте музея больше не будет. Мы сделаем музей сзади сарая. Спереди сарай как-то вот здесь золотой, он и так красивый. Валентина сегодня вокруг пруда прополола цветы. Тоже ушло полдня на это. Это, наверное, уже прополола, и не знаю, раз 10-й точно прополка у нее заняла вокруг этого пруда. Цветы вот просто вот тут каждых полметра-метр. Это надо все постоянно полоть. Газонокосилкой очень трудно сюда залезть. А из-за того, что поливается, цветы поливаются, трава тут растет просто бурьяном. Когда, может, вот они уже подрастут, они уже начнут сами траву глушить, эти растения. А пока что надо им помогать. Все, друзья, собираем яблоки и едем домой, в Черничный хутор.
Идем в гости на хутор Печки-Лавочки. У него очень много красивых, больших, вкусных, сладких яблок. Мы там их сейчас насобираем и завезем на отжим вместе с нашими яблоками, которые мы насобирали на хуторе Тихий хутор. Тут нас много гнилых. Давай, все хорошие запекем, да? Да. Более-менее на сок. А все плохие в тачку вывезем, чтобы здесь порядок был, да? Надо же все-таки какую-то плату внести за то, что мы насобирали яблок на чужом хуторе. Наведем порядок. Ну вот, я вижу, что здесь какие-то дикие животные подъедают. Смотрите, это яблоко погрызано. Это яблоко погрызано. Вот это яблоко погрызано. Интересно, кто это? Наверное, мышки, да? Здесь больше гнилых яблок, чем на Тихом хуторе, потому что здесь целый день солнце. Они на солнце лежат, они варятся здесь, видишь? Пекутся. Пекутся, ну. И не знаю, как в ваших странах, но у нас в Беларуси, Буська, давай подержи, яблоки плодоносят вот такие вот деревенские, старые, через год. То есть в этом году их очень много. В следующем году их не будет вообще. Просто здесь вот не будет ни одного яблочка. Поэтому и сок так можно закатать в этом году будет, а в следующем мы не закатаем ни банки. Вот что тут получается. Это немного яблонь, но таких вот самых крутых две. Вот та красная и эта желтая, да? Потому что у нас кислые яблоки, у них сладкие. Мы соединим все вместе, будет вкусный сок. Ну. И Если захотят, мы их угостим. слышишь, ровно через 3 дня они приедут, это опять будет то же самое. Вот то, что мы сейчас были, будет то же самое. Ну, вот у нас с одной яблони получилась тачка плохих и мешок хороший. Сейчас со второй то же самое будет. И нам хватит. У нас там на Тихом хуторе получилось 3 мешка. И здесь 2 мешка. Вот 5 мешков. Это много получится. Ну все, вот такой вот порядок получился. Можно было бы, конечно, еще потрясти. Но надо что-то печкам-лавочкам еще оставить, правильно? Яблоки у них вкуснее, чем у нас. Мы будем каждый день ходить за яблоками. А наши зрители задут, они уже стопудово печкам-лавочкам пишут, быстрее едете на свой хутор, у вас яблоки воруют. Я говорю, что каждый день. Мне обещали каждый день приходить. Вот представьте, взяли мы с собой вот эту тару. Здесь 40, здесь 20, 50 литров. Они говорят, стояночка, вот вам еще 10. Итого с 5 мешков получилось 70 литров сока. И за эти 70 литров мы заплатили 40 белорусских рублей. Представьте, 70 литров за 40 белорусских рублей. Это пару пакетированных соков можно в магазине купить. А так закатаем себе и будем с березовым соком мешать, и будет на 2 года сок. Я думаю, этот яблочный сок в этом году это будут валены последние закатки в 3-литровой банке. Потому что больше пустых свободных банок нет.
Наконец, даже если захочешь что-то загадать, мы скажем, нету баночек, извини. Пол-литровый, литровый еще пару штук есть, а 3-литровиков нет вообще пустых. Во, прошлогодние помидоры стоят. Посмотрите, какие они огромные. Они не влазили в эту банку, поэтому Валентина их разрезала вот на такие дольки, чтобы влезли. Не успели съесть. Ну ничего, они еще уйдут. Несколько лет могут стать лопаны помидоры. Все, эти можно даже в погреб завозить, да? Да. Ты в этом году больше 3-литрового ничего не закатаешь. Нет банок больше, все. Остались только литровые, это максимум какие-нибудь грибочки закатаешь, какой-нибудь вареница, там, клуб, там, Еще малина у нас будет, да? И все. И мы много-много всего накатаем, да, на зиму, чтобы у нас была зима не голодная, и уедем на зимнее путешествие. Нет, ну мы осенью сидим, весной, ничего страшного. Это ж лучше, чем в магазине покупать. Сейчас покажем сладость, которую мы едим каждый день. Валентина вот просто каждых 2 дня ее это готовит и едим на завтрак, в обед и ужин. И почему-то вот оказывается есть такие люди, которые даже об этом блюде не знали. Очень легко готовится. Просто Валентина берет, вырезает у яблока сердцевину, туда творог, медик, корицу. Буквально в духовку на минут 10-15 блюдо готово. И десерт к чаю, капучино, кофе. Вообще вот мы кого не угостим, все удивляются, как так можно вот такую сладость приготовить быстро и легко. И мы, наверное, на видео первый раз показываем, но Валентина готовит что-то через день. Мое любимое блюдо. Ну. То для мяса можно положить в тандыр, когда в нем 300-200 градусов. А яблоки лучше положить в градусов 160 примерно. Поэтому угли достанем. Все, получается вот такое блюдо. Теперь можно несколько дней кушать. Одновременно сладкое, вкусное и диетическое. То есть обычно, когда чай пьете, обычно всякие пирожные, торты, конфеты. А вот это как бы и сладкое, и полезное И одновременно. запеченное яблоко, оно очень полезное. Полезнее, чем настоящее? Да, да, Как ферментированная капуста? да.
Как капуста квашеная, так и яблоко. А тут же мед, творожок. Так что вот такое вот легкое, быстрое блюдо. Я думаю, попробуют все наши подписчики сделать такое. Так что, друзья, хотите недорого худеть, причем не отказываясь от сладкого, вот, печеные яблоки. Звучит как реклама. Всё, сок яблочный остыл, можно завести его в погреб. Такой золотой получился. Не, сок красавчик, я вот пил, сладенький, вкусный. Главное его 50 на 50 с березом, тогда будет вообще бомба. Как у нас говорят, лето зиму кормит. Поэтому... Что летом ты готовишь, что и зимой кушать будешь. Вторым рейсом приедем, да? В базе, да. Ну давай, эти тогда вези. Весной березы самые желанные. Они такие салатовые листики. Они самые первые из всех деревьев пускают листья. А вот еще осень не пришла, они уже скидывают. И вот очень-очень-очень-очень тоскливо становится. Что еще вроде бы конец августа, а уже осень пришла. Все, посмотрите, уже все. Сейчас дожди пройдут, пойдем с вами за грибами. Хотел сказать, что это ты в погребе виновата. Но это... Я в прошлый раз сказал, что у тебя бурьян на огороде. Почему-то все за тебя заступились, а меня начали чуть не оскорблять. Потому что помогай мне. Это я виноват, что в погребе бардак. Да. Это я сделал плохие полки. Это ты тут носишь вишневки, ставишь свои, занимаешь полки. Кстати, друзья, я это... Позавчера такой, ну, думаю, может уже готовая вишневка. Хлебанул чуть-чуть. Есть один минус и два плюса. Минус, что воняет самогонкой. Воняет просто. Ну, не знаю, может у нас самогонка какая-то хлебная. У Кости не воняло. А плюс, что это? Так сразу и согрело весь. Вот все просто так тепло стало. И от глоточка я уже пошел, думаю, вот такой вот, от маленького глоточка. Короче, не знаю, надо как-то ее выветрить. Не получится. Она почему-то воняет самогонкой у нас. Ну, вставляй. О, это не воняет. Ну-ка, ну-ка. Вот это хорошее. Это вообще не воняет, понюхай. Почему это воняет? Может, самогонка другая была? Какая вкусная. Попробуй. Вишней пахнет. Ну, это не Ягодой воняет. пахнет. Точно, это классно. И греет так хорошо. Ну, оставайся здесь, я пошла. Я сегодня буду в погребе работать. Ну, а что не поработать в погребе? Все. Класс. Давай, я тебе сейчас все сделаю. Порядок сделаю. Ну, такой полупорядок. По досочке добавим, и со временем уже начнем все. Я тогда все выношу? Или что мы делаем? Или по одной полке будем делать? Ну, у меня как бы не все шполки, у меня вот эти две. Главное сейчас навести, перекинуть с этих двух на другие. Может, на пол их поставить? Не, на другие. Мы сейчас на других наведем порядок, перекинем их и освободим эти две полки. И я на них тогда набью эти две доски
которых не было, и все. Сейчас просто, потому что, мы можем, конечно, это все вынести на улицу, потом все внести, тогда у нас точно целый день идет. А так мы сейчас вот эти вот, сейчас найдем на полках все ненужное, а это ненужное, это вот смотрите, что вот. Вот. Чуть что выпиваешь сок, это мы с Астрахани привозили, гранатовый сок, там он очень вкусный, полезный, натуральный. А потом банки выкидывать, давай в погреб. И вот погреб немножко мы захламили. И мы сейчас освободим какие-то полки эти и... тяжело работать стало. Это хорошая очень вишневка, между прочим. На рыбалку с собой возьмем ее. Ну и как странно, что одна банка пахнет, другая нет. Я уже даже расстроился. Ну-ка, а вот это чисто, это чисто на этом. Голубика. Голубика, да. Ну-ка, голубика. Давай. Да мне нюхать хватит. Мне просто хватит нюхать. Некоторые зрители подумают, что Дима какой-то алкаш. Наверное, каждый день при этом. Друзья, знаете, первый индикатор. Посмотрите, близко-близко на зрачки мои. Какого они цвета? Бело. Белые, как у негров. А те, кто выпивает, вот кто вот реально, даже по субботам, воскресеньям, они у них уже с желтизной. Потому что печеночка, она уже так работает на пределе. Моя, видите, еще нормально работает. Если бы не вы, я бы бахнул. Если бы не вы, просто мне видео надо снимать. Все, вот. На выброс. Крышек, оказывается, у нас вот столько было. Тоже Валентина выбирает. Только чистенькие, новенькие. Да, где-то чуть-чуть ржавчины тоже на мусорку. Кстати, слышите, как бензопилы гудят? Сейчас тут осенью, где-то в километрах 2 от нас, лесники пару дялок себе взяли и ольху там пилят. Тоже гудят каждый день, поэтому. Сейчас вот эту освобождаю и туда все ставлю. И смотрите, Валь, тебе повезло, еще 3-литровую банку нашел здесь. Много еще мелких банок. Еще можно закатывать малину. Мелких очень много. Вот, смотри, целый ящик пол-литровых банок. Только катать и катать. А, Да? кстати, многие так зрители, я так их поставлю. Многие зрители раньше и писали, говорят, вы неправильно храните банки, потому что так пыль туда становится, а вот так вот видишь, когда они стоят вверх ногами. А у нас есть ящики, да, они их поскладывают. Вот так, да? Ну. Вот ящик пол-литровых. Сейчас мы тут порядок наведем. Мы же даже в 2 ряда. А сюда уже будут заказать. Это что? Это выброс, правда? Да, выкину. Можно? Да. Вот это в мусорку. Если за 2 года сюда ничего не закаталось, то не закатаешь. Это, знаешь, Валентина, почему у нас здесь еще бардак? Почему? Мы этот погреб захламили еще, знаешь, в те времена, когда у нас не было двух гаражей. Картошки нету. Да, и вишневки. Не осень месяц. Да, и понюхать вишневку. Смотрите, она вот эта вот, которая вонючая. Вонючую. Хлебная. Не, белка. Белка. Я белка так же сама облизываюсь. Да. Это совсем другая. Как такое может быть в разных банках, разное это? Фух. Это хорошо бодрит. Это бутля тоже на чердаки закинется. Зачем она здесь нужна? Фу, друзья, ну вишневка, как может быть одна такая. Вот, это совсем другая. Вот это вот я весь потный. А у нас тут еще, смотри, когда мы в Грузию ездили, тут всякие коньяки, еще кинзмараули есть. Ну, представьте, какие мы алкаши, что у нас до сих пор грузинское вино. Когда мы в Грузию 2 года назад ездили, оно до сих пор здесь стоит у нас. Вот.
В пластике его надо было сразу выпить. Давно мечтали в погребе убрать, но сегодня вот даже не собирались этим заниматься. Вот зашли банки и решили. Это все, вот представьте, сколько на мусорку всего. Ну вот, освободили одну полку. Целую. Сделаем ее чисто для соков и компотов, да? Да. Вот, березовый сок, яблочный и компот. Вот целая полка. И будем знать, где у нас стоят. Они, кстати, у нас весной больше уходят, чем зимой. Зимой чаи пьем. Ну, оказывается, столько много. Да, у нас, оказывается, вообще всего много. Кстати, надо доработать вот это, смотрите. Вот эта доска последняя. Вот. Она, если все имеют упор, она из-за вентиляции не имела упор. И поэтому, видите, когда на нее ставишь очень много-много сока, она провисать начинает. Поэтому сейчас немножко ее доработаем. Я сразу этого не сделал. Мы сейчас снизу вот такую рейку прикрутим. И вот эти все будут держать ее одну. Да? Сейчас. Потому что это не Валентина виновата, что здесь вот так было. Это я. Получается, лежали доски. Просто доски. А сейчас уже лежит щит. А щит он в 2 раза крепче и ровнее. Валентина, не слышу? Молодец. О. Так надо было. Не, надо было, благодарю. О! Вот иди глянь. Ну. Ну, вот здесь раньше нажимала, оно прогибалось. Угу. А теперь ты хоть сюда хоть 100 банок вот на край поставь, видишь, вся будет вставлена, не прогнется. Угу. Так ты хотела? Да. Все, давай, заставляй верхний ряд. Мне кажется, он весь будет из сока. А так, ты знаешь, когда везде все по чуть-чуть расставлено, даже не поймешь, да? Да. А тут уже и 3-литровых банок нашли, и что только... Сейчас будет все из березового сока? Так? Да. Ой, компотик есть. Пока не ставь, не путай мне. Ну нет, я тебе просто буду подавать, чтобы тебе легче было. Давай. Все, березовый закончился, давай яблочный ставить. Давай. Вот смотрите, друзья. 10 рядов по 4. Да. Это 40 банок, да? По 3 литра в каждом, это 120 литров. И еще 2 банки. У тебя 126 литров березового сока, Валентина. Угу. В следующем году можно даже не закатывать. Да, будем только пить и все. Все, сейчас на рыбалку берем только березовый сок, больше ничего.
120, и тут где-то 60-70 литров. Короче, 200 литров сока. Это можно, Ване, не одну свадьбу сыграть, а 3. Валентина, Да. шухер. Что случилось? Неправильно посчитали. Почему? Не 126. 129. Банка там стоит. А я знаете, что я сюда поставил? Ой, тут в этом погребе бардак такой, что даже вы даже не видели и не знали, да? Вот это у меня стоит. Сухого посола лещи. Я каждый день вот так вот еще подкручиваю. А давайте откроем, я еще сам не открывал. Сейчас я открою. Посмотрим, что здесь. Короче, лещи сухие, прям в соль. Я туда их засунул, первый раз в жизни так делал, потому что мы всегда готовили их в рассоле. А это первый раз в жизни, просто в соль. 20 дней примерно держим, 21. Достаем, не вымачивая, сразу едим. А сколько дней уже? У меня где-то дней 10 уже. То есть еще 10 дней? Не, можно уже попробовать. Можно уже попробовать, смотри. Так он еще Короче, не это- пускал 20 дней, значит не готово еще. Можно попробовать. Вот, это мумия леща. Вот он. Ого. Видишь? Мумифицируется. Ага. И туда стекает вся жидкость в ящик. Да. То есть он сухой, его не надо будет потом вымачивать, просто сразу же кушать и все. Ага. С кишками, как я люблю. Прям с... Угу. Вот. Пускай лежит дальше. Под гнетом. Через 10 дней попробуем. Я просто каждый день хожу, подкручиваю, потому что он был полный. И я тоже хожу. Да, ну каждый раз, короче, когда мы в погребе находимся. Но на всякий случай, когда между тем, как мы попадаем, мы сюда еще я поставил 3-литровую банку. Пускаем дальше. Стоит этот ящик. Такой специальный поднос, чтобы с него жидкость вся стекала. О. Такую банку наверх. Потом мы ее опять не досчитаемся. Огурцов. Не, мы уже все, друзья, больше не считаем. Тут, короче, все исчисляется тут сотнями, литрами и килограммами. Больше не считаем. О, даже вон что нашли. Ты что, тут у нас столько нет. Запасы. Но, друзья, вот мы сейчас думаем, какой погреб построить на Тихом хуторе. Вот думаем, да, и ничего лучше этого погреба в мыслях нет. А я знаешь, что знаю одно? То, что он должен быть больше. Еще больше. Да. Удобнее. Когда большой? Угу. Ну, может, больше сделаем, разве что. А так, наверное, будет он очень похож на этот погреб. Потому что там тоже вода. Ну, у нас, видите, летом близко, осенью далеко. Поэтому, наверное, тоже будет насыпной похоже на этот. Что-то похожее сделаем. Ну, не один в один, но что-то будем строить такое. Короче, надо сегодня сделать такой погреб, вот чтобы такой, это показательный погреб. Давай, чтобы все навела порядок, Валентина. Ну вот, весь ряд задней доски заставлен, даже ни капельки не прогнулась. И у нас, кстати, на следующем ряду то же самое, видишь? Вот, видите? И там также сделаешь, да? Прогибается, видите? Да, сейчас сделаем. Сейчас мы... Все сегодня должно быть все идеально в погребе. Вам уже надоело про погреб? Надо сделать. Че вы тут? Хотите смотреть только развлекушечки вам всякие? О, ты следующий ряд решила сделать огуречный? Да. Будут большие банки. Сейчас огуречный ряд. О, тоже подремонтируем вот так вот.
Давай сначала 3-литровый выставим. Это этого года все? Да, все это мы все съели в том году. О, видишь, огурцы у нас всегда уходят. У нас их Ванька очень любит. Так и я люблю огурцы. Фу. Они Мы их съели. даже сейчас вкуснее, чем свежие. Вот это Валентина вчера закатала. Это огурцы чили. Они остренькие, очень вкусные тоже. Их тоже в один ряд поставим. На. Ух, дешевый. Так, значит, березовый, яблочный, огурцы чили. А вторую вот это что здесь, чем заставим? Зрители, ну-ка напишите, что там, что ставим здесь. Какие все догадливые. Вообще ни одного человека, который не ошибся, нету. Все понимают, что надо ставить помидоры возле огурцов, да? И они друзья. На прилавке, и в магазине, и в погребе, и на столе они друзья, огурцы с помидорами. Но помидор у нас будет больше, чем огурцов. Помидоров вообще много. Да, вот эти две полки надо будет капец как реставрировать. Тут не хватает здесь одной досочки, не хватает с той стороны одной досочки. Вань, Что? просто скажи, что здесь? Я не знаю. Мы тогда экспериментировали, у нас что в этих железных банках только нету. Пошли откроем и поедим нормально. Тут сколько можно работать? Во, Пошли, если оно плохое, дадим собакам. собаки поедят. Ну, здесь мясо. Представляете, здесь мясо. Тут может быть и рыба, и скумбрия. Тут Да. может с гречкой мясо, с Да. рисом. Тут все, что хочешь, может быть. Может быть, просто здесь ботулизма можно хапнуть тоже. Пошли попробуем. Операторы же не умирают. Ну, вот есть еще такую банку нашли, она красивая, смотри. Ее можно даже на рыбалочку свою взять, смотри, какое мяско здесь. Это нет, открывать не будем. Все, пошли кушать. Ну, смотрите, друзья, как у нас все получилось. Вот мы перебрали всего лишь 2 полки, ну, как огурчики, помидорчики и соки. Сейчас придем перекусим, будем вот эти нижние 2 реставрировать полностью, эти 2 полки. Что болтается там? Даже не знаю, где тут вверх, где тут вниз. Не знаю, почему слюни потекли. Не знаю. Сейчас, друзья, сюрприз. Распаковка. Скумбрия. Ты что? Да, сейчас скумбрии поедим, слышь. Я думаю, а в таких железных банках... А что у нас за тупой нож? Или это банки такие? В таких банках от 2 до 5 лет будет храниться легко. У нас была хорошая рецептура. Вываливай. А может и не рыба, может просто мясо. Сейчас, вот. Рыба. Лещи. Все, это лещи, да. Точно, это лещи мы закатывали. Я думал, скумбрия. Но лещи тоже ничего. Пахнет. Ой, так вкусно пахнет. Слушай, надо быстро есть. Надо быстро есть. Я в этом погребе проголодался. Сейчас скажу. То, что надо. Реально проголодался. Так давай ту банку, что в той банке. Тоже Может, лещи. А ну-ка поболтай банку. Тоже еще. Мы только не съем. Лаврушечка. Съедай, идем работать. Хорошая. Можно пускай еще постоит. Конечно, жалко, что не скумбрия, но лещи тоже заходят, потому что кости растали в автоклаве.
Мне такое подходит, жевать не надо. Да, Валентина после того, как брекеты установили, я на командную кашу кушает. Вот сейчас с тушенкой само то. Покажи зубы. Если мы сейчас такой порядок наведем, что у нас половина пола останется пустыми. Такое же может быть? Надо будет тушенки делать. У нас получается сейчас в погребе есть из леща тушенки и лещ сухого посола. Лещ сейчас в магазине стоит всего лишь 3,5 рубля. То есть килограммовый лещ вот такой, он стоит $1. То есть, когда мы едем на рыбалку, а мы скоро поедем на нее, мы берем подкормку, берем опарыши, и мы берем их как на лещей 10, а мы их столько не ловим никогда. Потому что рыбалка Она это, никогда не окупается по хобби, да. это хобби, да. Тут, по сути, не хватает еще вот таких 3 дощечки. Знаете, что я вот люблю дни такие уборки. Потом понимаешь, что у тебя есть, что нет. Вы, наверное, сейчас, друзья, будете говорить, что мы точно полные, бесхозяйственные люди. Знаете, что я только что увидел? У нас же здесь была гора ведер, всяких ящиков. Я убираю эти ведра и смотрите, что. Блин, а мы, короче, уже несколько месяцев считаем, что у нас картошки нет. Что у нас картошка закончилась. Мы не себе ладно, мы на огороде копаем. Но картошку мы свиньям не варим, потому что у нас она закончилась. Но если у нас картошка закончилась, да, то что-то там проросло, интересно. Так она еще и в сетках там. Ну, это капец. А ты забыл, когда мы покупали, что ты туда сеток накидал, да? Их некуда было положить. Здесь всё было полное. полностью полное. Я сюда и накидал. А потом сверху там, мы уехали. Там кто-то один ящик поставил, потом второй сверху, третий. Слышишь, я думаю, может этот ящик вообще отсюда вынести. Я тоже так думаю. Мы в него ничего, можно сказать, не складываем. Вот сложили и не пользуемся. У нас здесь А удобно. столько всё. места занимает. Он занимает пол этого, да. Давай. Есть в этом один огромный плюс. Сейчас свиньям наварим. Хорошо иметь большой чердак. В прошлом видео мы эти доски закидывали. В этом видео мы их скидываем. Пожалуйста. Это еще нормальная картошка будет. Так она вся целая, ну. Погреб хороший. Как она еще до Нового года не долежала. Вонять бы начало, то мы поняли, что-то не то, наверное. Когда-то мы этот погреб так торопились построить, что сверху, видите, 2 доски были просто положены и болтались, а снизу вообще не было положено. Я же думал, что с высока так будет. И вот примерно так было, там сзади все время доски, эти банки падали. Как все время? За все время, может, 2 или 3 упало. Один раз у Вани, один раз у тещи. Мы-то знали об этом. Поэтому сейчас надо все дорабатывать. Что тут только на черничном хуторе не найдешь, да? 3 мешка картошки нашли в погребе. И еще нормально, еще можно животным ее наварить. Посмотрите, какой картофель. О!
И, ну, он даже ни капельки не мягкий, смотрите, он пророс. Ну, он Да, целый. твердый, вот, твердая картошка. Сейчас наварим еще. Какой наварим? Будем еще 2 недели варить свинья. Ну, видишь, за этим ящиком даже влажновато было. Не надо, его больше сюда не будем засовывать. Ой, я здесь хожу, теперь хоть бегать могу, ходить могу. Сейчас она чуть подсохнет и сложим ее в ящики. Да, вот получилось так, что с самого существования нашего погреба у нас не было вот здесь вот из-за этой трубы, вот здесь вот последней доски не было, здесь, здесь. И поэтому, когда у нас стояли вот так вот банки, кто не знал, и оно туда могло упасть. Теперь все сделано, теперь будет порядок. Потому что сверху было просто наложено, а теперь вот смотрите, здесь щит, здесь щит, здесь щит и здесь вот щит тоже. То есть теперь у нас 4 Идеально. полноценных полки. Вот. То есть, ну вот эти 2 не было сделано. А вот здесь вот у нас тоже 3 полноценных, они всегда были сделаны. То есть у нас 7 полок, 7 полок. Здесь у нас было изначально сделано вот в такие ящики. Такие ящики. Вот мы храним морковку, буряки. Вот, а здесь вот засыпаем картошку. Вот. Альтина, ты как хочешь, мы должны сегодня довести все до конца. Давай ставишь банки. Я не думал, что на этот день уйдет. Ну, кто знал, что так все пойдет, видите? Потому что сколько лет скапливалось это все. Ну, Сейчас за день это все надо почистить. сколько лет? Картошка, смотрите, сколько лет она. Позор, можно не вырезать, мы может это вырезать, не показывать зрителям. Мы сегодня Так просто... мы ее успели дать до новой. Мы же еще новую не купили. То есть не сильно позорно? Не сильно. И она Но- еще Ну, целая. это же не мягкая была. Пчелка, тут нет мышей. Давай тогда все моем, ставим на место. Давай. Мы тушенку с тобой нашли, они картошку нашли. Все сегодня едят и балдеют. Тут тоже. Сейчас поставим. Вот это ряд узенький. Сюда, поэтому все полулитровое. Такие полулитровые баночки. Небольшие. И тоже грибы отдельно. Варенье отдельно, чтобы уже нам все понимать, где что стоит. Посмотрите, какие некрасивые зеленки. Просто шикарные. Но летом они не заходят, а зимой с картошечкой, да. Что, тебя не отходят? Да, видишь, там все вместе, а белка индивидуально себе ищет. Я, ты знаешь, что, только что сам себе улыбался. Нашел я такой вот, польские нашел грибы, которые мы 2 года назад закатывал. Хотел тебе предложить их поесть.
А потом думаю, слышишь, если потом отравимся, то хоть не будем знать, чем отравились. Рыбой или грибами, поэтому давай их завтра съедим. Белка. Ты, короче, 2 кошика почистила и 2 они почистили. Да. Я высыпала, чтобы оно подсохло, они взялись в кели. Да? Белка не коза, белка человек. Каждый раз, когда мы его выпускаем, она идет к нам. Она не с овцами гуляет, она с нами. Он такой уже ласковый. Так уже любит, чтобы его гладили. Шашлык? У нас нет шашлыка. У нас все будут жить долго и счастливо, да? Не-не, надо уже кого-то съесть будет. Видишь, какой он ласковый. Все, Белка, до свидания. Вечереет. Все, этот ящик уже помою мойкой высокого давления. Завезем его на Тихий в сарай, пускай там стоит. Может даже там картошку сложить. Это на чердак. Все, погреб наш готов на 100%. Осталось подмести, да? Так мы нищие. Мы половину всего выкинули, вынесли. И что мы имеем? Соки, огурцы, помидоры. Тут у нас грибочков, тут у нас лечо, закатки, аджики, всякие эти... Щавли. Щавель, да. Вот это вот полка сладкого, вот это еще компотики. Закат у нас, считай, еще получилось. Ну, сюда картошка высыпется полностью. Потому что вот это червяки наши, это на рыбалку. Эту картошку мы сейчас отдадим животным. Это наша рыба сухого посола. Здесь картошки вот так вот были, здесь картошки вот так вот. Валя, закатывай что-нибудь. Закатывай. У нас вот пустая полка, вот пустая полка. Знаешь, что закатай? Что? Очень надо, очень это вкусное. Когда-то Яна показала, научила. Вот это. У нас осталось всего лишь 2 банки и больше Кетчуп нет. из кабачка. Кетчуп из кабачка. Кому только не даем попробовать. Говорю, ты какой он вкусный, никогда никто, вот у нас 2 банки, и никто не скажет, что это. Вот это надо закатать. Потом малиновое варенье надо закатать. Не классно, мы сейчас уже видим, что нам надо, что не надо, да? Да, да. Ну, вот так вот в погребе всегда должно быть у нас. И оно всегда так будет. Да, Валя? Да, Дима. Вот так вот и ушел наш день. И у нас целая полка вот эта сверху пустых банок. И мы теперь видим, что у нас есть и 3-литровые, много полулитровых, вот, целая... Целый день ты их обнимаешь, эти банки. Это моя золотая артиллерия. Ну все, пошли уже в темноте, наварим кушать животным, картошки той наварим. Да. И там мы пару банок таких вот было, вот в этом месте стояли, такие крышки чуть-чуть гниловатые были, да? Мы думаем, что скорее всего с вентиляции капала вода на них. Мы их сейчас сварим, там аджик пару штук сварим животным вместе с картошкой. Но сейчас подставили туда пластиковый. Будем наблюдать, да. Вот к сегодняшней картошке и аджике добавим сальца. Сейчас это все отварим и с комбикормом запарим. Ты пчеловод хоть или кто-то его грабит? Привет. Вот именно, кто по ночам... Привет, соседи. А, это ты? Я думаю, кто мой мед там ворует? Качает. Подрабатываю, я совершенно не ворую. Что, заходите.
Слышь, как ночью картошку это садят, чтобы колорадский жук не видел. Так и ты по ночам, чтобы пчелы тебя не видели. Снизу. Самая нижняя кнопка, самая нижняя. Добрый вечер. Чтоб Как пчелы у вас тебя не пахнет. видели, чтоб ты у них мед У меня же забираешь. благородная профессия животновод. А. Мы днем работаем. А по ночам подрабатываете, да? Да, выходных у нас Подождите, нету. мне надо вот так вот так вот. Это она молоденькая, не? Дай мне одну, пожалуйста. Откуда ты знаешь, что она молоденькая? Она чистая душою. Так. Не испорченная жизнь. Ты знаешь, что тебя уже люди ищут? Зрители посмотрят, где пчеловод, где пчеловод, где пчеловод, вот. А пчелу вот мед качает. По ночам. Какой там качать? Я, пока тебя не было, тоже пару баночек откачал себе. Я ж в животноводстве. У пчеловода самый вкусный мед. Такого нигде нету, да, пчеловод? Ну, я ж не могу сказать. Потому что самый лесной. Да, лесной вкусный мед. Тут даже тут самый не наешься лесной. Даже Не, ну ты ж, Валентинка ж много какие ж кушала. Я ничего Да, против я него. много где кушала мед. Но твой самый вкусный. Будем надеяться. Вот там вот она немножко в ведре. А сколько здесь градусов? Он аж теплый. Потому что на градуснике у нас сколько? У нас на градуснике вот 38. Он как бы не влияет как бы на качество меда. Он легче отходит. Когда жарко, да? Да, у нас как. То есть ты специально вот это вот топил, да? Да, то печь. Это горячее, да? Ну она уже как, ну да, я думаю, она не такая сильно. Ну, горячее. Ну было на градуснике плюс 50. Где-то так часик постояла, но... Вы тут как в бане. Благородная профессия. Чего-то помнишь, ты раньше знаешь, как делал? Вот так вот приносил вот целую рамку и говорил, вот, соседи, это вам, соседи, Были кушать. другие времена. Да, я говорил, о, с рамки это ж само то, само то. Че, это, продай одну рамку. Хорошо. Мне надоело воровать. Давай вот это. Давай мы вот как, ну, продам, не продам. А ты нам такую дай, чтобы с нее не текло. Мы ее потихоньку. Нет, ты будем самую, кушать. которую, да, которую... Самую плохую. Ты знаешь какую? Вот которая снизу уже чуть-чуть уже такой закристаллизовался. Вот такой, Нет. которая плохо скачивается, да? что Она надо? не не закристаллизовала. Человек, можно номер твоего телефона под видео оставить? Потому что люди все время просят, дайте мед. А куда ты можешь выслать мед? По Беларуси? Чисто по РБ. Угу. По России, потому что там... Нельзя, да? Да. Если кого-то... А, по Беларуси, да? Да. О, вот да, такую маленькую какую-нибудь закристаллизовать. И я, короче, и все. У меня тут есть, это сейчас я найду. А у тебя аж слюни текут. Полноценные. И я вот это уже с утра буду доброе утро, зрители, это мы на Черничном хуторе, и буду так мед вот так вот ложкой Да. откусывать, а все будут включать, вот буржуй сразу выключать. И козьим молоком Она, запивать, да? видишь, как бы не сильно закристаллизована уже. Вот дай, все, Подожди, я еще поищу. Не, мне хватит. Ой, какая она красивая. Слушай, так она нормальная, она даже крутая. Не, я хотел, чтобы полностью закристаллизовано. Тебе было запечатанное. О! Вот так вкуснее, потому что с воском. И потом вот жуешь, Нет, это его потом нажуешь пол-литровую баночку пчеловоду, придешь, продашь еще этот воск дороже, чем за мед купил. Старую машину на новую. Так вот, вы знаете что? Вот это он сейчас отпечатывает. Да. Так, пчеловод, А ее не достать. Вот на вот эту рамочку, она весь запечатанная. Да, эту забираешь, да? Да, Давай. вот эту. Можно две взять. Не надо две, нам вот одну. Я же у вас брал кредитом, я не буду выплачивать и все. Да. Класс. Спасибо. Ну вы его порежете, как посчитаете нужным. Не надо, мы так потихоньку, мы положим так на тарелочку и будем А потихоньку. ну такой большой противень, видишь, такие тут. Да, Да. это ж кайф просто. Это вот как раньше, как мы с тобой познакомились. Жалко, что сейчас надо выпрашивать, упрашивать. Я даже не знаю, как ответить. Ну мне осталось 7 лет до пенсии, потом я буду каждый день у вас. Хорошо. Мы тебя уже выгонять будем, да? Да, или 17 лет. Ну что, вам еще отпечатки такой не Чего, да собирать? если нас здесь через 7 лет не будет? Ну что ж я сделаю? Я потому что за себя вообще не ручаюсь. Куда тебя занесет? Как-то так. Вот эта вот штука, вот что вот это вот самое вкусное, я ее вот люблю есть. Отпечаточку. Это нам не надо. Не, возьмите на дегустацию. Нет, Не, нам не надо. Не надо. Ты же нам уже много дал. Я такой вчера накачал себе. А как ты качал? Как? У тебя ключи, я знаю, где лежат. Пришел, вот здесь крутанул пару раз и все. В роликах увидишь. На пчел дыма напускал и все. Да, вот дым надо. Спасибо, что навестили. Если что, Подожди, мне надо пчелку еще на голову надеть. На шею. Да, вот эту вот хочу.
Дай я тебе посажу. Я себе вот здесь сюда каждый раз сажаю, потому что красиво укусила меня. Жаль. Да, и тогда сразу здесь кровоток улучшается, и это... Ой, не знаю, что улучшается, но это такая боль. Никому. Нет, боль, конечно, страшная, но зато реально хорошо. Ой, уйди уже, мне надоело уже. Все, так жало уж осталось же. Она уже все больше О, никого даже не она- укусит, да? Да, Нет, она жало осталось, оно до сих пор работает. Он туда, А она уже сдохнет, да? Да, она уже как бы свое отдала, да. Вон они уже все. А это она же, да? Да, девочка. Я иногда, когда тебя нету, посажу, и они летят другие. Они как-то чувствуют, Они- что тебя какая-то укусила. Не, еще хотят полечить другие. Не, серьезно, Это- они чувствуют, что тебя какая-то пчела укусила. Это ж может быть такое? Конечно, они же на запах яда летят. Ну, Да. и вот я одну сам посажу, а другие сами к ним ко мне летят. Ну, запах яда, так что такие дела. Ну все. Если будет свободное время, кушайте, вспоминайте, что у вас есть сосед пчеловод. Да. Самый Да. лучший сосед в мире, да? Заказывайте мед, кому Всем надо. зрителям привет. Пока-пока. Простите. А, меня, все, что до я- свидания. До свидания. В следующем ролике поедим нормально с вами. Пока-пока. Все, спасибо, что навестили.